Привычные нам домашние питомцы зачастую скрывают в своей природе много тайн. И наш сегодняшний гость, хоть и совсем не удивляет своими размерами, но ослепляет яркими красками и даже иногда умеет говорить на человеческом языке. А в его маленьком тельце скрывается целый набор уникальных фишечек от матушки природы. Встречайте волнистого попугайчика, единственный в своем роде вид птиц из отряда попугаеобразных. Кстати, на нашем втором канале «Планета Земля» есть большое видео про попугаев. Эти пернатые малявки отличаются шумом и болтливостью. Довольно легко запоминают слова и выражения, которые повторяют много раз при общении с человеком и даже с другими домашними животными. Да, волнистые попугайчики умеют говорить, причем не просто повторять, а имитировать с интонацией, характером и даже эмоциями. Некоторые особи запоминают сотни слов и фраз, а отдельные рекордсмены свыше 1000. Их способность воспроизводить человеческие звуки объясняется особым строением голосового аппарата – сирингса и мощной памятью, связанной с социальным интеллектом. Название волнистого попугайчика произошло от греческих «пение» и «попугай» и латинского «волнистый», так что полностью его имя звучит по-русски «поющий волнистый попугай» или уменьшительно-ласкательно «волнистый попугайчик». Впервые волнистых попугайчиков описал в 1805 году английский естествоиспытатель Джордж Шоу. Когда Австралию начали заселять каторжанами, они стали приручать птиц и содержать их в клетках. В Европу впервые ввезены в 1840 году. Волнистых попугайчиков доставляли из Австралии по морю, при этом большое количество птиц погибало, не перенося длинного более 2 месяцев плавания. В результате правительство Австралии вынуждено было принять закон о запрете вывоза любых птиц, обитающих на территории страны. В настоящее время законом запрещено вывозить из Австралии любого представителя фауны, за исключением тех, которые родились в неволе. Понять, что волнистый попугайчик не так прост, можно хотя бы по месту его обитания. Это Австралия, обитель ядовитых существ с аномально большим количеством конечностей. На этом материке попугайчики большими стаями кочуют с места на место в поисках пищи и воды, временно поселяясь на травянистых равнинах, где могут питаться семенами трав. Кстати, летают волнистые попугайчики очень быстро, что позволяет им преодолевать огромные расстояния в поисках еды и воды. Волнистый попугайчик является самым многочисленным из всех попугаев Австралии. Он обитает на большей части материка, кроме северных районов, покрытых густыми лесами. В настоящее время количество волнистых попугайчиков, содержащихся в неволе, значительно больше, чем в природе. Это связано с тем, что человек сильно изменил ландшафт Австралии, где обитают на свободе эти экзотические птицы. Пернатым обитателям Австралии приходится приспосабливаться к изменениям условий и питаться пшеницей, основной зерновой культурой Австралии, выращиваемой на больших территориях. Кстати, в Австралии волнистики считаются индикатором климата. Их массовое движение часто предвещает сезон дождей. Волнистого попугайчика легко отличить от любых других птиц по темным волнистым линиям, покрывающим спинку и крылья желто-зеленого цвета, стандартного типа окраски диких попугайчиков. А чтобы вас запутать, хитрые люди вывели породы без волн и более чем с 200 вариантами окрасок оперения. Но даже тогда волнистого приятеля можно отличить по черным пятнышкам на шее и окраске восковицы, голой кожи на верхней части клюва. У самцов восковица ярко-синяя, а у самочек голубая или ярко-коричневая. Попугая-малютку может побороть даже крупное насекомое, ведь в 25 сантиметрах тельца скрываются всего до 50 грамм веса. В бою с хищниками у этой мелочи нет ни единого шанса. Коротенький клюв тоже не способен служить серьезным оружием, зато он очень подвижен и позволяет измельчать ягоды и семки, а не глотать их целиком, как другие птицы. Коготки на лапках выглядят смешно, даже без сравнения с другими пернатыми. Зато сами лапки обладают 2 парами противопоставленных пальцев, что позволяет попугаю хватать все, что пожелает неугомонный птичий мозг.
Но зачем драться, если можно сбежать? Маленький волнистый попугайчик сочетает в себе скорость и маневренность. Даже на своей максимальной скорости в 100 км в час пернатый микрогонщик способен управлять своим полетом. Кстати, охота на миниатюрных попугаев дополнительно осложняется тем, что попугайчики собираются в синхронно летающие стаи до 2000 особей. В таком вихре движущихся птиц даже самые матерые воздушные хищники не способны выцепить себе жертву. В природе волнистые попугаи размножаются круглый год. Гнездятся они в дуплах деревьев. Самочка выбирает себе кавалера по принципу: чем ярче нимб вокруг самца, тем он круче. Нет, дело не в праведной жизни, а в особом строении перьев сильного пола. Специальные пигменты на поверхности перьев рассеивают ультрафиолетовый свет, создавая невидимый для человека глаз ореол. Зато другие попугайчики его видят отлично. Волнистики моногамны. Они выбирают себе пару и остаются верны до конца жизни. В природе это важнейший эволюционный выбор. Самец ухаживает, поет, приносит еду, чистит перья самочки. Она в ответ отвечает доверием и спокойствием. Гнездятся они в дуплах деревьев. Самка откладывает от 4 до 12 белых яичек прямо на дно дупла без подстилки и насиживает их в течение 17-20 дней. Самец в это время подкармливает ее. Птенцы-попугайчата появляются неоперенными и слепыми, примерно к 10-дневному возрасту, а в месячном возрасте полностью оперяются и покидают гнездо. Продолжительность жизни волнистых попугайчиков от 8 до 25 лет и в среднем 10-15 в домашних условиях, а в дикой природе волнистые попугаи живут меньше из-за суровых условий существования. Вывезенный из Австралии в 19 веке, в настоящее время волнистый попугайчик стал самой массовой комнатной птицей, подлинным любимцем миллионов людей во всем мире. И, естественно, никакое вымирание ему пока не грозит. У волнистиков есть все, что делает их похожими на разумных существ. Мозг волнистого попугая размером с арахис, но по числу нейронов он превосходит мозг обезьяны схожего веса. Они умеют радоваться, скучать, обижаться, запоминать лица, узнают человека по голосу, могут даже злиться, демонстрируя это позой и звуками. В лабораториях Кембриджа и Цюриха проводились эксперименты, где волнистики проявляли способности к логическому выбору и простым формам рассуждения. Они различают формы, цвета и последовательности и могут планировать действия. А вам нравятся эти милые пернатые создания? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!